Нетаньяху договорился с Трампом. Россия готовит 50 тысяч солдат для наступления, а во Франции боятся влияния Илона Маска. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Трамп слишком мудрый, чтобы бросить Украину, считают во Франции. Российская экономика будет испытывать все большее и большее давление. Главное управление разведки и Минобороны Украины перехватили разговор солдат КНДР. Немецкий актер после операции в Беларуси рассказал все, что думает о стране. Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете нам. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и подписываться на канал. Все это очень важно. Поехали. Россия сконцентрировала около 50 тысяч солдат в Курской области, включая подразделения из Северной Кореи, и, по данным американских и украинских источников, готовятся к наступлению. Несмотря на то, что к конкретным приготовлениям еще не приступили, но США и Украина ожидают атаки в ближайшие дни. Северокорейские солдаты проходят подготовку, осваивая артиллерию и базовую тактику ведения боевых действий, разделяясь на штурмовые и поддерживающие подразделения. По данным украинской разведки, Северная Корея отправила в Россию около 12 тысяч солдат, из которых около 11 тысяч уже базируются в Курской области. Участие северокорейцев в конфликте усиливает напряженность и указывает на расширение военной коалиции, что делает ситуацию еще более опасной для Украины. Американские чиновники считают, что, несмотря на подготовку, российско-северокорейские силы столкнутся с серьезными потерями. А в британских вооруженных силах подтверждают большие потери россиян. В прошлом месяце, говорит командующий вооруженными силами Британии, Россия каждый день теряла по 1500 погибшими и ранеными. Это рекорд с начала широкомасштабного вторжения. Чем дольше продолжается война, тем сложнее для России. Российская экономика находится под давлением. В этом году все будет хорошо, она сможет выжить. Но в следующем году и в 2026 году российская экономика будет испытывать все большее и большее давление. Во Франции беспокоятся, что Илон Маск может получить важную должность в новой администрации Трампа. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что демократия должна оставаться основой политики, а общественные обсуждения не должны контролироваться узкими группами интересов через соцсети. Будем надеяться, что он не сделает с американской демократией то, что он сделал с Twitter. Демократия – это хрупкое сокровище. Маск активно поддерживал кампанию Трампа, делал крупные пожертвования и участвовал в его митингах, что вызвало опасения у европейских партнеров. Франция и другие страны опасаются, что влияние Маска и его контроль над платформой X, бывший Twitter, могут повлиять на политические дебаты и общественное мнение. Жан-Ноэль Барро вместе с тем выразил уверенность, что новоизбранный президент США Дональд Трамп не допустит крупнейшей территориальной аннексии за последние 75 лет. Барро подчеркнул, что Трамп понимает, справедливый и длительный мир невозможен без участия Украины и Европы. Он отметил, что заключение мира за спиной у украинцев и над головами европейцев узаконило бы право сильного, что имело бы серьезные последствия для Европы и других регионов мира. Украинская разведка перехватила радиопереговоры на корейском языке в Курской области, что пусть не прямо, но подтверждает присутствие там северокорейских военных. Ну, или российские военные учат корейский в бою. 박덕수리 나 돼지 다섯 수신. 돼지 나 박덕수리 감자. 수리 감자. 뛰고 있는 게 아니라 나라가 갔다 기다리라. 저자 둘 왜 시켜? 저자 나 물게 수신. Чем дальше, тем больше доказательств присутствия северокорейских военных на территории России. И что будет после? Сможет ли заменить армия КНДР российскую на фронте? Мало того, что будут сейчас северокорейцев использовать в войне против Украины, когда поймут, как правильно их использовать, где они покажут себя, скажем так, наиболее эффективно, масштабирование, скажем, этого ресурса может быть увеличено. Потому что, я напомню, мобилизационный ресурс Северной Кореи на самом деле очень большой. Несмотря на небольшую площадь этого государства, у них около 1,5
1,5 миллиона мобилизационного ресурса. То есть им есть откуда черпать вот этот вот людей для мясных штурмов Российской Федерации. Это еще более того, это вторая грань этого вопроса, но есть и третья. Сейчас одним из приоритетов новый министр обороны Российской Федерации выстраивает совместное ВПК с Северной Кореей. Нетаньяху договорился с Трампом. Премьер-министр Израиля заявил, что за последние несколько дней он трижды беседовал с избранным президентом США с целью укрепить союз между Израилем и Соединенными Штатами. За последние несколько дней я трижды беседовал с избранным президентом Дональдом Трампом. Это были хорошие и очень важные беседы. Беседы, которые были направлены на дальнейшее укрепление прочного союза между Израилем и США. Мы видим глаза в глаза иранскую угрозу во всех ее составляющих и опасность, которую она представляет. Мы также видим огромные возможности, открывающиеся перед Израилем, как в области мира и его расширения, так и в других сферах. Вместе с тем, телеканал Аль-Арабия подтвердил ликвидацию Салима Айяша, одного из командиров Хизбаллы, признанного Международным уголовным судом виновным в убийстве бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири. Сторонники Харири в социальных сетях выражают благодарность Израилю за устранение человека, ответственного за гибель одного из самых успешных ливанских политиков, известного как «Мистер Ливан». Год назад в Астане произошло резонансное убийство. Бывший министр экономики Казахстана убил свою жену Салтанат Нукенову. Этот трагический случай стал катализатором для обсуждения проблем домашнего насилия в стране и изменил подход общества и властей к домашнему насилию в Казахстане. В ходе следствия выяснилось, что Салтанат долгое время подвергалась давлению и угрозам со стороны мужа, но не получала необходимой защиты. Потрясенное общество потребовало более жестких мер по защите жертв домашнего насилия, а власти, наконец, стали открыто говорить о необходимости реформ. Влиянием этого дела или последствиями его стали изменения в законодательстве. Ведь после убийства Нукеновой был инициирован пересмотр мер защиты жертв, что привело к ужесточению наказаний за домашнее насилие и к более жестким правилам защиты пострадавших. Общественные кампании активизировались, этот случай побудил СМИ и активистов запускать информационные кампании, направленные на профилактику насилия в семьях и поддержку жертв. Ну и работа полиции стала более точечной. Власти ввели инструкции для полиции с требованием оперативно реагировать на жалобы о домашнем насилии, а также обязывают участковых усилить контроль за случаями угроз в семьях. Наиболее важным последствием кампании в поддержку Нукеновой стала криминализация домашнего насилия в стране, ряд законов, получивших неофициальное название «Законы Салтанат». Тиль Швайгер, приехавший в Беларусь для съемок фильма, назвал страну безопасной и чистой. На пресс-конференции в Минске он отметил, что ему нравятся местные люди и еда, а также выразил благодарность за медицинскую помощь. Ему организовали витаминную инфузию для улучшения самочувствия. Швайгер недавно перенес септический шок и операцию на сердце, из-за чего ходил с костылями. Актер снимает короткий фильм о дрифте, из которого планирует создать более крупный проект. Светлана Тихановская, глава Объединенного переходного кабинета Беларуси, надеялась, что Швайгер сможет использовать визит для встречи с политзаключенными. Круиз на 4 года в США предлагают переждать президентство Трампа в круизе. Компания Life at the Sea Cruises предложила 4-летний круиз, охватывающий 140 стран на всех 7 континентах, пишет Business Insider. Стоимость одноместной каюты на весь период составляет $256 тысяч, двухместной — почти $320 тысяч. В стоимость включены спа-услуги, фитнес-программы, питание, а также бесплатное пиво и вино во время обеда и ужина. Это предложение предназначено для тех, кто предпочел бы провести президентский срок Трампа в путешествии по миру. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. И про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте, ведь так вы можете нас поддержать. У меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.